Привет, друзья! Большинство людей знают Дениса Майданова как известного исполнителя в стиле шансона. Сейчас он в основном занимается этой деятельностью, но в круг его талантов входит еще и создание саундтреков ко многим фильмам. А в начале своего творческого пути Майданов писал стихи для популярных на тот момент исполнителей. В этот период Денису приходилось ночевать у друзей и знакомых, так как на собственное жилье не хватало денег. Но после знакомства и сотрудничества с Юрием Айзеншписом Денис смог стать более популярным, и вскоре у него появился стабильный заработок. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Денис Майданов, сколько он зарабатывает и какой недвижимостью владеет. Родным городом Дениса Майданова является город Балаково Саратовской области. Отец будущего артиста работал инженером, мама занималась подбором кадров. Детство Дениса было непростым. Когда ему исполнилось 8 лет, родители решили развестись. Певец вспоминал, что больше отец участия в его воспитании не принимал, а сам он не слишком переживал по этому поводу. Чтобы подзаработать, мама Майданова устроилась в детский сад ночным сторожем и дворником. Когда Денис немного подрос, они вместе убирали снег и подметали опавшую листву. Мальчик начал писать стихи со 2 класса. Он также посещал кружки детского творчества и музыкальную школу. Учился Денис хорошо, но часто из-за упертости и максимализма вступал в споры с учителями, не стараясь уступить. Несмотря на все проделки и прямолинейный характер, Майданова в школе любили. В 13-летнем возрасте мальчик попробовал себя в создании первых песен. Их он исполнял сам в самодеятельных концертах. После 9 класса мама уговорила сына поступать в химико-технологический техникум. Точные науки давались ему тяжело, но спасало активное участие в самодеятельности. Майданов был капитаном команды КВН и руководил вокально-инструментальным ансамблем. За призовые места на конкурсах ему всегда ставили зачет автоматом. Уже тогда Денис понимал, что инженера из него не получится. Для души и самореализации он руководил ансамблем и театральной студией в Доме культуры родного города. А для приличного заработка сначала мыл машины, потом устроился в ремонтную бригаду на нефтеперерабатывающий завод. В 1995 году Майданову удалось поступить в Московский государственный институт культуры и искусств. Преодолев конкурс 72 человека на 6 мест, он стал студентом заочного отделения по специальности менеджер-постановщик шоу-программ. В свободное от учебы время Денис много работал. Затем Денис был вынужден вернуться в Балаково, где сразу получил хорошую должность в управлении культуры. Но перспектива навсегда остаться в родном городе не прельщала его, поэтому в 2001 году Майданов решился на переезд в столицу. Жизнь в столице Майданову давалась непросто. Он жил в квартире у друга, постоянной работы не было. Каждый день начинался для Дениса с того, что он предлагал свои песни различным студиям и центрам. Наконец-то он сумел заинтересовать продюсера Юрия Айзеншписа. Благодаря этому факту появилось исполнение певицей Сашей популярной песни Майданова. Этот первый хит «За туманом» взял первую премию после исполнения на «Песне года». Данное событие открыло композитору путь на российскую эстраду. Он пишет для Николая Баскова, Лолиты, Маршала, Иосифа Кобзона. Кроме того, Майданов взялся за написание саундтреков к фильмам, и его работы можно услышать в сериалах «Автономка», «Евлампия Романова», «Следствие ведет дилетант», «Братаны», «Месть» и «Зона». Попробовал свои силы Денис и в качестве актера, сыграв в нескольких кинолентах. 2012 год ознаменовался для Майданова съемками в 2 шоу-проектах. Первый «Две звезды», где он выступил в паре с Гошей Куценко. Второй «Битва хоров», в котором коллектив Майданова «Виктория» стал победителем. В этот же период певец начал сотрудничество с детским хором «Великан» и группой «Баян Микс». Первый сборник автора и композитора сразу занял высокие позиции в музыкальных рейтингах. Многие его песни, особенно патриотической тематики и песни о любви, сразу стали хитами. А каждый из его альбомов стали настоящими шедеврами музыкального творчества композитора. За свою творческую деятельность Денис Майданов достиг больших высот. Был лауреатом российских премий «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года», премии ФСБ России, давал много благотворительных концертов, вместе с группой «Терминал Д» ездил с выступлениями в сложные регионы страны и горячие точки, чтобы поддержать русского солдата. 8 мая 2018 года состоялась премьера клипа Дениса Майданова на песню «Тишина», которую автор посвятил памяти воинам Великой Отечественной войны и своему деду. Как признается артист, эта композиция особенно ему дорога, поскольку в ней заложена личная история.
А в следующем году исполнитель решил поздравить десантников с их профессиональным праздником и выпустил композицию «ВДВ». Заслуги Майданова были оценены по достоинству, и ему была вручена государственная награда заслуженного артиста Российской Федерации. Денис не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свое творчество, которое дарит радость многим людям. Достаточно долгое время творчество для Дениса было главным увлечением и смыслом всей его жизни. О том, чтобы устроить личную жизнь, не было и речи, но однажды он встретил ту, без которой не смог жить. Наталья Колесникова, работая в строительной фирме, пробовала себя в творчестве, она писала стихи. Подруга порекомендовала ей показать стихи какому-либо продюсеру. Девушка обратилась в продюсерский центр Майданова, и через некоторое время он пригласил ее на собеседование. На этой встрече не получилось любви с первого взгляда, но через некоторое время состоялось повторное свидание Натальи и Дениса, после чего они уже не расставались. У нас не было любви с первого взгляда, у нас были какие-то отношения, дружеские. Он мог спокойно позвонить в 2 часа ночи и сказать: «Я к тебе еду, я такой голодный, приготовь мне что-нибудь поесть». И я шла в круглосуточный магазин за продуктами, пока он ехал, варила ему какую-то еду. Я просто понимала, парень хочет есть, это же нормально. Делилась воспоминаниями Наталья. Официально узаконили свои отношения Денис и Наталья в 2005 году. Любимая супруга подарила музыканту 2 очаровательных малышей – дочь Владу и сына Борислава. Артист не представляет своей жизни без жены и детей. Наташа является не только хранительницей домашнего очага, она еще выступает в качестве коммерческого директора и продвигает сольную карьеру мужа. Денис называет Наталью своей главной музой. Семья Майдановых проживает в коттедже на участке 30 соток в поселке рядом с городом Одинцово в Подмосковье. В их уютном доме всегда царит мир и лад. На небольшой полянке у дома Майданов к 6-летию их дочки посадил парк елочек. Большой дом с баней, летней кухней и личным лесом обошелся исполнителю в десяток альбомов и несколько масштабных концертов по России. До этого, как вспоминает певец, они купили квартиру на 19-м этаже в виртуальном строящемся доме и так и не дождались сдачи дома. Это было время долгостроев. Дом Майдановых достаточно большой. На 1-м этаже есть кухня, просторная гостиная. На 2-й можно подняться по лестнице из древесины. Весь интерьер оформлен в светлой палитре. Для стен был подобран серый оттенок. Пол застелили качественным паркетом светлой палитры. В гостиной был размещен кожаный диван темного оттенка. Кухня также оформлена в светлой палитре. Для нее был выбран качественный гарнитур в бежевом и коричневом тоне. Кухня придает особый уют зеленые комнатные растения и цветы. Кроме дома, семья занялась оформлением участка. Во дворе есть прекрасный сад с цветами и кустами. Здесь Денис установил детские качели и батут. С женой и детьми композитор проводит все свободное время. Фотографии с семейных торжеств он выкладывает на своей странице в Инстаграме. Денис не перестает признаваться в любви Натальи Майдановой. В интервью он благодарит ее за мудрость и талант, за счет которых сумел состояться как композитор и певец. Согласно сведениям, опубликованным на сайте концертно-праздничного агентства, стоимость выступления Дениса Майданова в Москве и Московской области составляет 1 миллион рублей, а за пределами региона – 1 миллион 200 тысяч рублей. Гонорар может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от формата мероприятия, гастрольного графика артиста, места проведения, и в каждом случае оговаривается индивидуально. Друзья, давайте пожелаем артисту море поклонников и везения, неугасаемой искры таланта и мастерства, большой удачи и верных почитателей. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!